Сегодня в Париже встретил Экусгуладзе. А потом уже из СМИ узнал, что она в Париже, оказывается, живет теперь, после того, как реформировала в Украине. Все. И я не решился подойти, потому что кто я такой? Кто я такой? Ноль, пустое место. Пыль на рояле в старом доме с мезонином. А кто она? Она великий реформатор. Она реформировала до неузнаваемости мою страну. И теперь жители моей страны, которые уже живут в реформированной стране, там и живут. А она, которая реформировала, живет в Париже. Я думаю, правильно делает. Ну что ж, к делу. Займемся делом. Вы знаете, иногда лучше молчать. Иногда лучше просто промолчать. Может, за умного сойдешь. Это я о канале ICTV. Потому что канал ICTV попутал яхту с бухтой. И решил рассказать о... В 2016 году президент РФ Путин провел свою уже 14-ю прямую линию с российским народом. К подобным шоу главе Кремля не привыкать. За годы своего правления он практически досконально отточил мастерство увертывания, вранья и лицемерия. Решили рассказать о пресс-конференциях Путина и о том, как Путин эти пресс-конференции проводит. Ну зачем рассказывать о ком-то, кто поближе, да, или о чем-то, что поближе. Лучше рассказать вон о них. Він навчився брехати не краснеючи, він навчився маніпулювати аудиторією. Ну і такі там казуси, коли запитують про корупцію, зрозуміло, що для нього це 3 секунди просто розповісти якусь історію. И те же самые эксперты, постоянные эксперты этой донной передачи, они, не стесняясь, рассказывают, высказывают свое экспертное мнение. За всем этим спокойствием, рассудительностью и вымышленной человечностью ничего, кроме работы пиарщиков и российских телевизионщиков, попросту нет. Как съехать? И вот поэтому применяется этот прием, когда вместо решения проблемы по сути или ответа по сути, лучше зацепиться за деталь, поиграться в слова, показать свое специфическое чувство юмора. На все лады обсуждают Путина, президента чужого государства. Почему же не обсуждают, спросите вы, подождите, мы же еще не закончили. Пройдемте. А это уже прием переключения внимания. У меня вопрос о личной жизни. Можно, конечно же, и разрядить обстановку, прочитав необычное послание. Уважаемый Владимир Владимирович, у меня к вам не вопрос, а огромная просьба. У моей подруги 25 апреля день рождения. И как хорошо все умеют разоблачать на канале ICTV в программе «Гражданская оборона». Смотрите, как все подметили четко. Молодцы. И при том, что у простого населения очень много реальных проблем, которые государство никак не решает, а может попросту не хочет решать. Тому то і трагедія тоталітарного режиму, що більшість громадян, які хотіли побачити Путіна, вони, напевно, просто хотіли з ними поговорити, щоб він їх почув, поспівчував. Действительно, в этом и есть трагедия этого тоталитарного режима. И знаете, как хорошо, что наяву я не в Россиюшке живу. Вот посидели, поговорили. Вот такая она, идеология большинства россиян, которые поддерживают тоталитарный режим у себя в стране. Вот на таких массовых мероприятиях с участием президента это его общение, в том числе с оппозицией. А оппозицию надо выставить дурачками, клоунами, маргиналами. То есть надо показывать, что в России якобы демократия, что могут звучать не только словословия или слова поддержки в адрес президента, российской власти, но есть и диссиденты. И диссиденты должны выглядеть, знаете, как такие скоморохи, как шуты. Не как представители другой точки зрения, а именно как шуты, как маргиналы. Но еще не обсудили, сколько денег тратят россияне на Путина. Содержание которого уходит больше средств, чем на отдельные области и регионы, где живут миллионы человек. В той же час, коли в регіоні може не бути ні дороги, ні в районі може бути там ніякої базової інфраструктури, і, наприклад, навіть знімають там місцеві електрички, тому що це начебто невигідно. Но гражданская оборона решилась на отчаянный эксперимент. Они решили задать Путину те вопросы, которые ему обычно не задают. Ну, виртуальному Путину виртуальные вопросы. Сегодня гражданская оборона подготовила альтернативный список вопросов президенту. Тех вопросов, которые россияне реально хотели бы задать, если бы не боялись, если бы не опустились руки, или же если бы попросту смогли пробиться на прямую линию с президентом России. Давайте за россиян зададим эти вопросы на канале ICTV. Как жить дальше? За какие деньги кормить и учить своих детей? Когда подымут пенсии? Смогут ли граждане, не боясь говорить то, что думают в России, самовыражаться и критиковать правительство? Видите, даже коллажи сделали, что типа задают эти вопросы, а Путин смеется.
Но вот чтобы россияне действительно почувствовали заботу Кремля не на словах, а на деле, должно произойти поистине чудо. Хотя в их мире чудес не бывает. Мы все вместе будем активно работать, чтобы счастливых дней было меньше, а проблем побольше. Спасибо вам большое. А теперь мой эксперимент. Ну, я просто вот смотрю, люди эксперименты проводят, там всякие вопросы задают виртуальные. А я тоже сделаю вот так вот. Правдивая теперь. Программа «Гражданская оборона» на телеканале ICTV. Правдивая. К подобным шоу главе не привыкать. За годы своего правления он практически досконально отточил мастерство увертывания, вранья и лицемерия. Моя позиція є відома. Я тоді повторюю, і зараз гарантую. Журналістам в Україні нічого не загрожує. А, правильно. Вон там как раз вопрос от журналиста. Петр Алексеевич, ответьте ему, пока он с нами. Добрый день, господин президент. Здравствуйте, Шеремет, «Украинская правда». Он пытается всячески показать, что понимает проблемы населения, хотя что может понимать человек, на личное содержание которого уходит больше средств, чем на отдельные области и регионы? А реально, почему бы украинскому телеканалу ICTV не рассказать о своем президенте? Ради чего рассказывать о Путине? Россияне этот канал не смотрят. Украинцам рассказывать. Но ведь украинцам, да, лампочки Путин должен быть. Украинцам-то ведь Петр Алексеевич интересен. Почему бы украинскому телеканалу ICTV не посчитать, сколько тратится на содержание администрации президента, всех этих шестерок, ну и самой пчеломатки? В той же час, коли в регіоні може не бути ні дороги, в районі може бути там ніякої базової інфраструктури, і, наприклад, навіть знімають там місцеві електрички, тому що це начебто невигідно. Він навчився брехати не красніючи, він навчився маніпулювати аудиторією. Ну і такі там казуси, коли запитують про корупцію, зрозуміло, що для нього це 3 секунди просто розповісти якусь історію. Щодо Ліпецька, я би дуже хотів його продати. Але Ліпецьк заарештований російською владою. І він буде проданий, хоча це не є вимога закону. Це моя політична позиція. Він непогано грає, він актор, він політик, він навчився йти від питання. Позиція перша. Ніякого офшорного скандалу не було. Она нет, как говорится, и суда нет, поэтому украинские журналисты клювики сейчас прикрыли и не вспоминают. Какой офшорный скандал? Какой офшорный скандал? Стосується маршу рівності, який пройде завтра в Києві, і який вже пообіцяв розігнати добровольчий український корпус правого сектору. Я не буду в ньому брати участь. И много-много настоящих журналистов начали подсмеиваться этой козырной шутке. У нас Дмитро Гнап є. Давайте йому дамо слово. Що ми? Дайте, будь ласка. Не заперечуєте? Дмитро, floor is yours. Говори о чем угодно. Планктон будет сидеть и гривой кивать. Перемога Джамали на Євробаченні, коли про Україну знову говорив не лише Європа, а весь світ. В общем, как видите, есть много способов увести беседу в другое русло. Но это неслыханный цинизм и безразличие, таким образом тратить время своего народа. И при том, что у простого населения очень много реальных проблем, которые государство никак не решает, а может попросту не хочет решать. Тому-то і трагедія тоталітарного режиму, що більшість громадян, які хотіли побачити, вони, напевно, просто хотіли з ними поговорити, щоб він їх почув, поспівчував, витер їм соплі, сказав, що все буде добре. Вот такая она идеология большинства, которые поддерживают тоталитарный режим у себя в стране. За всем этим спокойствием, рассудительностью и вымышленной человечностью ничего, кроме работы пиарщиков и телевизионщиков, попросту нет. Как съехать? И вот поэтому применяется этот прием, когда вместо решения проблемы по сути или ответа по сути, лучше зацепиться за деталь, поиграться в слова, показать свое специфическое чувство юмора, свой мачизм иногда, поиграть мускулами, может быть, в прямом и переносном смысле. Відомо, що генпрокурор – це ваш кум. Міністр інформаційної політики – Це не так. ваш кум. Міністр так. Депутат від вашої партії – ваш кум. І також ваш син є депутатом Теж від мій вашої кум. партії. Ну что, не правда ли вот такая передача намного лучше, намного ближе украинскому зрителю, намного интереснее для украинского зрителя? Разве нет, а? Один из элементов режиссуры вот на таких массовых мероприятиях с участием президента – это его общение, в том числе с оппозицией. То есть надо показывать, что якобы демократия, что могут звучать не только
Только словословие или слова поддержки в адрес президента, но есть и диссиденты. Ой, с этим как-то не сложилось, и вот такого я почему-то у нас не встречал. Я не встречал, чтобы диссидент какой-то задавал какой-то реально острый вопрос Петру Алексеевичу Порошенко. Помимо вот того вот про офшоры, что он ответил про слепой траст, и все такое, что-то не припоминаю я диссидентов. Роль диссидентов иногда играли российские журналисты. И диссиденты должны выглядеть, знаете, как такие скоморохи, как шуты. Не как представители другой точки зрения, а именно как шуты, как маргиналы. Это тот факт, что после трагедии, которая унесла жизни более чем 40 граждан Украины, до сих пор не обнародованы даже предварительные результаты расследования. Чем отличается демократическая Украина? Не только тем, что вам дают слово на пресс-конференции президента. Мы сейчас спросим, давать слово самому крупному и популярному российскому каналу. У нас же здесь демократия. Нет, слышу там голос ICTV тоже кричал. Нет, но сам ICTV вопрос острый не задал. Это уже прием переключения внимания. Недавно місто Комсомольськ було перейменовано Горішні Плавні. Це вже стало брендом України. Хотілося б знати ваше особисте відношення. Фига себе вопросище. Можно, конечно же, и разрядить обстановку, прочитав необычное послание. Але коли ви хочете виступити, задати питання, напишіть назву своєї газети. Ви знаєте, в редакції люди були дуже здивовані і так дуже сподобалось, і ми вдячні за те, що нас не готовили. У мене таке питання. Коли... Про котиков можно поболтать. Ну, как бы, все же мы тут друзья. Є уніанс з котиком таким. Віддай котика, будь ласка, лівому берегу. Як громадянин, я би не дуже був щасливий їхати саме в ці плавні. Ну, якщо запросите, приїдьте. Я не знал бы этому манеру, я бы реально решил, что у него астма, что он задыхается постоянно. Дякую. Так. Сегодня гражданская оборона подготовила альтернативный список вопросов президенту. Тех вопросов, которые реально хотели бы задать, если бы не боялись, если бы не опустились руки. Как жить дальше? За какие деньги кормить и учить своих детей? Когда поднимут пенсии? Смогут ли граждане, не боясь говорить то, что думают, самовыражаться и критиковать правительство? Какие смелые вопросы, не правда ли? Своему президенту. А теперь знаете, давайте что сделаем? А давайте послушаем, а какие вообще вопросы задавали на пресс-конференциях ICTV? Ну вот они виртуальные вопросы хорошие, такие острые рисуют для Путина. А Порошенко, какие там вопросы звучали? Від одного засобу масової інформації, прошу ICTV. Чи планується все-таки зустріч нормандської четвірки на рівні президентів? Коли, за яких умов? Дякую. Чи є особисто у вас якісь ідеї з приводу того, як вшановувати пам'ять зниклих безвісті? Как почтить память пропавших без вести? Какой острый вопрос. Ну и остальные вопросы тоже были такие же острые, уже от других журналистов. Острые, как клыки вампира. Они просто этими вопросами разорвали плоть Порошенка на куски. Наскільки складним та ризикованим був процес визволення Надії Савченко? Но вот чтобы действительно почувствовали заботу не на словах, а на деле, должно произойти поистине чудо. Хотя в мире чудес не бывает. Вы просто себе представьте, что вот на этом вот псевдоканале, на этом псевдосми реально выходит вот такая вот передача, посвященная не Путину, нет, Путин же их по попе не похлопает, а посвященная Порошенко. Это и была бы журналистика, к примеру, или хотя бы там, ну это была бы публицистическая передача на злобу дня, да, а так просто дерьмо собачье. Пока.